Всем привет! Сегодня хочу показать вам видео, где расскажу, как можно существенно остановить счетчик воды во время работы. Ну и, естественно, снизить оплату за него. Ну и сразу предупреждаю, что это видео не предназначено для тех, кто хочет обмануть водоканал и так далее. А это, скорее всего, больше не руководство к действию, а видео для производителей этих счетчиков. Ну, я покажу изъяны этого счетчика. Что можно сделать с вашим счетчиком, чтобы, короче, он показывал намного меньше, чем рассчитано вами. Итак, первый к вам вопрос. Вот здесь вот у вас стоит пломба бумажная. Неужели нельзя сделать пломбу, проволочную, как обычные пломбы, вот ставить сюда на счетчик потом даже? То есть ваша пломба, которая здесь стоит бумажная, я ее отпарил феном за 15 секунд. Прогрел на полную мощность, фен включил, и на полной мощности прогрел, и она спокойно отошла, и также спокойно она прилепляется, когда остынет. Все, то есть пломба ваша, что она есть, что ее нет. Дальше следующее. Зачем прибор, который подразумевается, что он одноразовый, зачем его делать вообще разборным, полностью разборным? То есть я могу долезть до любой детали и видоизменить ее по своему усмотрению. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Я вам покажу сегодня два способа, как можно притормозить счетчик без всякого магнита и навсегда. Итак, сначала разбираем вот эту штуку, снимаем. Там, где пломба стоит. Стояла, вернее. Потом мы ее назад поставим, да и все. Итак, снимаем ободок. Сняли. Колпак верхний. Сняли. Сам счетчик. Тут принцип действия. Вот он, магнит. И здесь магнит на крыльчатке стоит. И поэтому, когда крыльчатка крутится, крутится счетчик. И поэтому он останавливается магнитом. Если неодимовый магнит прислонить сверху или снизу, то этот счетчик останавливается. Но когда вы магнит прислоняете, в этот момент могут прийти проверяющие, а у кого-то и счетчики стоят не в доме, и поэтому это опасно. Итак, дальше что мы делаем? Дальше мы разбираем вот эту часть. Здесь находится крыльчатка у нас. Так, снимаем пластиковое кольцо. И снимаем штопорное кольцо. Так вот, для производителей сразу скажу, вот эту часть сделайте несъемную, и вы сразу уже решите много ваших проблем. Так, нож надо. Сняли штопорное кольцо, убрали. Так, это пока не надо. Теперь снимаем. Что ж такое? Весна пришла, простыл. Так, тут даже вот есть специальные усики, чтобы нам удобнее было все это разбирать. Опа, и сняли. Сняли крышку, убрали. Здесь пластмассовое основание, куда вставляется крыльчатка. Так, теперь вот, пожалуйста, кто разбирал водяной счетчик, наверное, знаете, что эта крыльчатка, она состоит из 10 вот таких лопастей. Сейчас у меня 3. То есть я остальные спилил. И примерно симметрично оставил их 3 штуки только. Это позволяет в 2 раза снизить потребление воды. Ну, то есть вода-то и течет как положено, а вот мотает в 2 раза меньше. И когда вы соберете счетчик, поставите пломбу, поставите счетчик в систему, проверяющий только опломбирует его, и все. И вот я проверял, набираю 10-литровое ведро воды, на счетчике здесь показывает 5 литров только. То есть в 2 раза снижается потребление воды. Это первый способ. Поэтому вот для производителей говорю, что нужно, чтобы вот эта крышка была несъемная, чтобы до крыльчатки нельзя было добраться. А теперь покажу второй способ, который даже и не надо разбирать счетчик. И можно будет регулировать даже, то есть потребление воды здесь можно будет регулировать по своему усмотрению. Ну, один раз только, конечно. Как выставите, так у вас и будет. Итак, для этого вам нужен будет нейлоновый шнур, тесьма.
Не знаю, тут где-то примерно полсантиметра шириной у меня. Но я вот пробовал такой. На одном конце завязывайте узел. Вот он узел. Краешек лучше обрезать. Обрезать и желательно даже опалить зажигалкой, чтобы его не растрепало. Вот, теперь скажу. Так, ладно, сначала покажу. Так. Итак, смотрим направление движения. Вот у нас направление движения. Стрелка. То есть вода будет отсюда. Вот фильтр у нас стоит, сеточка. Вода будет идти отсюда и на выход. Значит, делаем узел. С этой стороны ставим. Для начала нужно вытащить сеточку, фильтр. Вот эту сетку. Запомните только, где она стоит. Она стоит на входе. Сняли сетку. Ну и положите ее сразу справа, чтобы не забыть. Вот, сетка ставится на входе, а узел будет на выходе. И теперь, ну, я сейчас буду показывать на открытом счетчике, но на закрытом получается то же самое. То есть, смотрите, вы берете тесьму и сколько можно, возможно, запихиваете ее сюда. Смотрите, она почти выходит. Вот напихиваете сколько можете, как уперлась, в эту сторону дуньте, и она туда автоматически пролазит, тесьма эта. То есть сейчас я вам даже так покажу. Так. Итак, вот она, наша тесьма продета. Вот он узел у нас. Теперь нам нужно продеть тесьму так, чтобы вот узелок чуть-чуть скрылся здесь. То есть, чтобы его не видно было. Вот так вот. Теперь дальше берете свою вот эту сеточку. И здесь тесьму где-то вот так вот на 3 часа, чтобы она не падала. Понятно, да? То есть ее зажимаете не внизу, не вверху, а именно вот где как стрелка, ну, 3 часа, например, на часах, вот так вот. Также обрезаете, так, проверяете еще раз узелок, ну, нормально, не будет торчать. Обрезаете. Тут даже можно также подпалить зажигалкой, чтобы не видно края было. Вот у вас устроено теперь, как, смотрите. Но подразумевается, что здесь 10 лопастей. Итак, вот смотрите, пока воды нет напора, она слабая тесьма. И свободно крутится крыльчатка. Как только вы открываете воду, водой вот этот узел натягивается. И он натягивает крыльчатку. И уже она крутится намного туже. Понимаете, да? И вот теперь я вот говорил вам за регулирование напора. То есть, если здесь сделать больше узлов, или что-то даже можно привязать, пластиковую какую-нибудь шайбу, чтобы сопротивление в воде было больше, она будет сильнее держать здесь крыльчатку. И намного меньше, медленнее будет крутиться крыльчатка. Вот такие вот изъяны в ваших счетчиках существуют. И повторюсь, что это не руководство к действию, а просто указываю производителям на то, что можно сделать, как можно обмануть ваши счетчики. И тесьму я вот брал нейлоновую, чтобы она не сгнила в воде и так далее, ее не растрепывает, она работает. И тут получается регулировка еще какая. Чем меньше открыта вода, кран меньше открыт, тем меньше натяжение. Значит, чем лучше будет мотать счетчик. На весь напор откроете полностью, на всю кран. Получается, натягивает низко и меньше крутится счетчик. Получается, чем больше воды вы используете в час, тем меньше платите. Вот так вот выходит. Если вам нужно будет намотать специально кубометры, откройте чуть-чуть, чтобы струйка текла на ночь, и оно намотает вам как положено. Потому что будет тогда тесьма прослабленная, и она будет мотать нормально. Ну а собираете в обратном порядке. Не знаю, стоит ли время тратить ваше. Так, главное вот тут еще попасть обязательно. Когда будете вставлять, проверяйте,
Потому что когда вы попадете, она станет. Так, ну не буду я ваше время занимать, потому что сейчас через камеру неудобно. Тут надо попадать. Ну, я думаю, попадете, правильно? Вот, этим штукам надо попасть сюда. Попали, короче, штопорное кольцо. Не забываем вот эту вот планку. Да, еще тут какой секрет будет. Штопорное кольцо, когда поставите, обязательно нужно его чуть провернуть, чтобы оно там село на место и раздвинулось. Потому что вот это вот, когда будет ложиться пластмасска, вот, чтобы она попала. Потому что если кольцо будет сжатое, она у вас не встанет. Она будет вот так вот. Вот так вот она у вас будет стоять. Так. Дальше так, так, так. И пошли, 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 пошли. Вот так. И собрали. Все. И теперь это вход, это выход. Сколько узелков намотаете, столько у вас и будет мотать воды. Все, всем пока.